Самый первый вопрос, наверное, который возникает, это что же такое театротерапия? Помните, такая есть известная фраза «Весь мир театр, все люди к нему актеры», да? Вот. И вот сейчас тоже происходит театр, да? Да, вот Дима играет какую-то роль, я играю какую-то роль. Каждый из нас сейчас играет какую-то роль, и сейчас происходит действие. И действие происходит всегда. Всегда происходит действие, когда вокруг нас есть другие люди. Тогда это внешнее действие, которое сейчас и происходит. Но когда мы остаемся один на один, то этот театр перемещается внутрь в голову. И это действие начинает происходить там. А вы знаете, что наш мозг, ему индифферентно, что происходит здесь, либо происходит здесь. Эмоциональный отклик одинаковый. И вот на этом и построена театротерапия, то есть мы можем воспроизвести какой-то театр здесь, основываясь на тех эмоциях и переживаниях, которые мы имеем. И можем также этот театр вне нас влияет на то, что происходит внутри. То есть, найдя какую-то причину, то есть мы здесь воспроизводим действие, это действие рождает эмоцию, у каждого из нас рождает эмоцию какую-то. И за этой эмоцией стоит причина, почему возникла эта эмоция. Потому что причина возникает не из-за того, что кто-то что-то сделал, а просто кто-то включил внутри вас какой-то механизм, и в вас родился отклик. И если мы возьмем эту ниточку и пойдем за ней, то мы можем найти причину, почему такое произошло, и это изменить. Изменить как? Изменить в нашей ситуации, допустим, воспроизведя тот паттерн, не паттерн, ту проблему, которая возникла когда-то у вас, переписав ее вне, она переписывается и внутри нас. Таким способом, это уже отвечая на другой вопрос, почему работает театротерапия. За счет чего возникают у нас эмоции друг на друга. Не так давно были открыты зеркальные нейроны. С помощью зеркальных нейронов мы понимаем состояние друг друга. Но для того, чтобы нашему мозгу объяснить, а почему мы так реагируем. Вот Дмитрий волновался, допустим, да, вот, имеет волнение. Вот его волнение, оно передается всем нам, мы считываем все эти волнения подсознательно. Мы можем сознательно не понимать, что происходит волнение, но мы это считываем. Считав это волнение, мы хотим себе объяснить, в чем причина нашего волнения. Мы не понимаем, что это волнение исходит, допустим, отсюда. И здесь уже, если мы пойдем за своим чувством, за свои эмоции, то мы возьмем и повесим на Диму какой-то ярлык. И от этого мы можем воспроизвести действие. Но вся прелесть театротерапии еще в том, что Дима вот здесь сказал, тебе не нравится та эмоция, которую ты испытываешь. А здесь мы любим все свои эмоции. И та эмоция, которую ты сейчас испытываешь, это для нас благо, потому что мы об твою эмоцию сможем что-то внутри себя раскопать. И мы за это тебе потом даже скажем спасибо за то, что ты испытывал эту эмоцию. Поблагодарим тебя. А вообще бывают ли это плохие эмоции? Они же все наши. Мы живые только за счет того, что мы испытываем какие-то эмоции. Да, нам какие-то эмоции не нравятся, и мы себя дискомфортно, телесно ощущаем, испытывая определенные эмоции. Да? Видимо, еще какие-то эмоции заставляют нас оголяться. Оголяться, наверное, не такое слово, но какие-то эмоциональные состояния нам сложно контролировать. И это в нас вызывает дискомфорт. Потому что у нас, возможно, есть страх, а как о нас подумают. Вот вроде я мастер, психолог. Кстати, да, меня зовут Виталий Колесников, я психолог, на всякий случай. Значит,
Сейчас я ушел от темы вообще разговора. Да? Абсолютно. Но я объясняю это только что такое театротерапия. А все-таки театротерапия – это групповая терапия. Да, вот здесь вот есть слово «театр», я объяснил, что такое театр и как мы живем в этом всем театре. И здесь уже терапия. Я, наверное, рассказал, да, как терапевтируется. То есть, когда мы приходим вот просто в театр, и нам показывают сцену, показывают действия, то актеры вызывают в нас какие-то эмоции. И нам нравятся произведения какие-то или спектакли, где нас режиссер прогнал по всему эмоциональному спектру, начиная от низа до самого верха, потом еще опустит и еще раз поднимет, и тогда мы выходим с зрительного зала с восторгом. Ну что он сделал? Режиссер в вас нашел триггерные точки, которые вас зацепят. А те актеры, которые были на сцене, это ваши субличности, которые в вас тоже играют. Но, возможно, вы их не видите, а может быть, видите, а здесь вам их показали. И у вас это вызвало какие-то эмоции. И вот гениальный режиссер, он также увидел эти субличности в этих актерах. Так как научить играть нельзя, можно разрешить играть. И вот театротерапия – это пространство, где вам разрешено играть себя. Какую-то часть себя. И чем больше свободы вы дадите этим частям себя, тем больше терапевтический эффект вы получите. Потому что мое мнение, то, что состояние человека зависит от степени его свободы. А что такое степень свободы? Это степень проявления вовне своих субличностей, своих состояний. Чем больше свободы у этих субличностей, тем комфортнее, тем меньше конфликтов внутри происходит. Тем больше свободы, тем меньше затрачивается ресурсов психической энергии на действие, на жизнь. И эти ресурсы можно потратить уже куда-то в другое место. Так. Ну что я ответил? Так, что такое театротерапия? Всем понятно? Давай. Давайте так. Вы сейчас все мои субличности. Вот это самая скромная субличность. Я тебя обожаю. Не теряешься, когда начинаешь говорить. Да. Мне помогает эта субличность проявляться. Зная о том, что она есть рядом со мной, эта субличность, она где-то находится. И часто я говорю для этой своей субличности, то есть для тебя, в моей голове. Еще можно сказать, что роль — это и есть тоже субличность. Каждый раз мы играем какую-то роль. Хорошей девочки. Есть такая роль? Нету? Ты ее проявляешь всегда? Ты даже наедине с собой хорошая девочка? Угу. Что если мы всегда что-то играем? Что это? Нет нас? Так, может быть, мы и есть то, что вот все вот эти субличности, все роли, это и есть мы. Вот я и есть
На чем основана терапия субличности, не терапия, театротерапия? Она состоит из, грубо говоря, двух элементов. Это терапия субличности или внутренняя семейная система АФС по-английски, где психика человека представляется как множественная. Вы кто-нибудь читал «Множественные умы» Билли Миллигана? Вот. Там было множество субличностей у него. 24, да, ты абсолютно права. Но только у Билли Миллигана было множественное расстройство личности. То есть тогда, когда одна субличность не была в контакте с другой субличностью. Ну, некоторые субличности у него были в контакте, но в основном многие не знали о существовании даже друг друга. Вот. Когда вырывалась какая-то из них, допустим, так, я правильно понимаю, человек с нарушением серьезной психики написал, а потом ее читали, учились это. Нет. Эту книгу написали психологи и психиатры и журналист, да, которые смотрели за процессом судебным, который был, потом за его лечением и, общаясь с ним, описывали его состояние и написали книгу. Это не художественная книга, это документальная книга. По этой книге еще потом был снят фильм «Сплит», но он к книге имеет очень косвенное отношение. Фильм все-таки это экшен. Книга классная, советую прочитать. Но тогда, когда написали эту книгу, тогда еще не была изобретена АФС, этот метод АФС, множественная, где психика человека представляется как множественная. Вот. И там попытались привести Билли Миллигана к одной субличности, которая была, скажем так, наиболее удобна для общества. Ну, это ладно. Так, и второе, то, что входит в процесс театротерапии, это психодрама. Автор этой методы — это Леви Морено, больше 120 лет этой уже методики. Вот. И по этой методике есть возможность лучше рассмотреть свои субличности, поведение субличности. Вот. Так. А какой вопрос был? Самый главный принцип театротерапии — это не судить, никого не судить. Нету правильного и неправильного. Еще один главный принцип — это говорить только о своем состоянии, о своих переживаниях, о своих эмоциях и не обвинять никого в своем состоянии. Это вообще главный жизненный принцип. Каждый человек отвечает только за свои эмоции, только он отвечает. И нету никого виновных в его эмоциональном состоянии. Но к этому сложно прийти. Всегда хочется кого-то,
что-то, да вообще весь мир изменить, чтобы мир был другим по отношению ко мне. И многие люди думают, что в этом цель построить жизнь так, чтобы она мне нравилась. И уходят от главного, от себя, что задача выстроить внутренний мир так, чтобы отражение, а все, что происходит вовне нас, это все отражение нашего внутреннего мира, моего внутреннего мира. Так же, как и вы. Отражение моего внутреннего мира, мое отношение к вам рождает ваше потом отношение даже ко мне. И так вот происходит вот этот внешний мир. Так внутренний мир трансформируется во внешний.